Всем привет, друзья мои! Сегодня я вам хочу показать очень простой узор для пледа. Отлично подойдет для детского одеялка. Я буду вязать из пряжи Yarn Art Jeans. Вот такая она приятная на ощупь. И буду вязать крючком 2 миллиметра. Сегодня я свяжу небольшой образец, а потом уже покажу в конце урока, как этот узор смотрится на более большом полотне. Нам нужно набрать цепочку из воздушных петель, и их число должно быть кратным 7. Итак, я набираю цепочку. Я наберу сейчас, эту не считаем, 21 петлю и плюс 1. Вот я набрала 21 и еще 1 петля. И со второй петли первый ряд я вяжу обыкновенные столбики без накида. Я провязала 21 петлю, делаю петлю подъема. И сейчас я буду вязать столбики без накида, цепляя за первую перемычку косички. Тоже начиная со второй петли. Вот у нас первая, здесь уже у нас петля подъема. И вот со следующей начинаю вязать столбики. Провязала 19, 20. Все время должно быть 21 петля, пересчитывайте. И вот самую крайнюю 21. Петля подъема, разворачиваем и точно так же вяжем следующий ряд. Я провязала 3 ряда, и я провяжу еще 2. Я заканчиваю 5 ряд, вот последняя петля, но я не соединяю розовой, а беру другой цвет, вводим нить и петлю подъема. По идее, я эту розовую нить должна обрезать, но так как этот образец я сейчас распущу, я ее обрезать не буду. Вот. Но когда вы нить обрежете, то эти хвостики при вязании 2 нужно прятать. Сейчас я их прятать не буду, я пока просто показываю вам узор. И сейчас я черной нитью вяжу 6 столбиков. Уже цепляю за полную косичку. Раз. 2. 3. 4,
4, 5, 6. И в седьмую мы сейчас будем вязать нашу ягодку. Делаем накид. Провязываем столбик с одним накидом, но не до конца. Оставляем петлю на крючке. Второй. То есть мы провязываем только 2 петли и дальше оставляем петлю. На крючке должно остаться 6 петель. Вы можете ягодку делать и больше, можете делать и меньше. Соединяем все столбики и в следующую провязываем столбик без накида. Мы его уже считаем как первый и вяжем еще 5. 2, 3, 4. Провязала 6 столбиков без накида и в седьмой повторяем нашу ягодку. Это у нас получается изнанка, потому что ягодки выходят на ту сторону. И дальше я провязываю опять 6 столбиков без накида. Раз. Последнюю петлю мы до конца не провязываем, так как мы вводим следующий цвет. Черную нить нам тоже нужно будет обрезать, но я обрезать в образце не буду. Делаем петлю подъема. Переворачиваем. Хвостики тоже будем прятать при вязании. И начинаю вязать первый ряд другим цветом. Столбики без накида за всю косичку. Здесь желательно тоже считать петли. Вот до ягодки я провязала 6 столбиков. И за саму ягодку 7. И сейчас опять вяжем 6. Так вы не собьетесь в узоре.
Вот от ягодки до ягодки провязываем 6 столбиков, и в саму ягодку уже идет 7-я. И все, уже тут вяжу до конца. Ну вот, в принципе, весь узор. Дальше делаю петлю подъема, и уже следующее, это получается у нас 1 ряд, еще 4, всего 5 рядов между черным. А мы все ряды вяжем за переднюю перемычку, косички столбиками без накида. Все, вот весь секрет узора. Очень, конечно, он простой. И дальше вяжем еще 4 ряда. Я сейчас покажу, как этот узор смотрится на более большом полотне, которое я уже стала вязать. Так, сейчас покажу вам. Вот, смотрите, какое у меня уже полотно. Единственное, что здесь между пупырышками я вязала по 7 рядов. Вот, на образце я вам вязала по 5, здесь по 7. И начало я попробовала вязать полустолбиками с одним накидом, но, знаете, мне как-то не очень понравилось. Вязка получается более толстая и не такая симпатичная. Вот этот узор мне нравится больше, где я вязала за переднюю стеночку косички. Вот. Буду дальше продолжать, у меня тут будет много цветов. Ну и позже с вами поделюсь результатом. Тут у меня он, наверное, метр ширина, длина не знаю какая будет, сколько хватит ниток. Надеюсь, урок вам был полезен. Всегда рада вашим пальчикам, лайкам. Кто еще не подписался на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Всем хорошего дня. До свидания.